Я ехала в обитель, смотрела в окно на ночную дорогу и думала, как бы мне исполнить то, что так дорого моему духовному отцу. Христос посреди нас, Христос воскресе, дорогие братья и сестры. Вот по благословению царя-батюшки нужно сказать слово на тему «Любовь к ближнему». Думала, Господи, как же это сложно говорить на эту тему, потому что лишь бы что-то говорить, то, чего не чувствуешь, зачем? Зачем даже цитировать слова с Евангелия, поучать кого-то, учить любить ближнего, если уста не соединяются с сердцем? И вот ходила, размышляла и думала, какая же тяжелая тема. Какая же тяжелая тема, когда не умеешь любить. Решила просто поделиться своим опытом, как я училась любить ближнего ради любви к духовному отцу. Да, действительно, это для меня было особым двигателем, потому что сердце каменное, совсем ничего не чувствующее, но очень-очень желающее и всегда желала быть рядом с духовным отцом. И это желание, оно заставляло где-то терпеть, где-то смиряться, где-то бояться, ослушаться и расстроить, конечно же, духовного отца. Помню, как-то еще до поездки в обитель я написала острое, колкое слово в чате. Никогда не забуду свое состояние. Мне казалось, что я просто сейчас потеряю сознание от слов моего духовного отца. Он сказал мне, что ты там что-то написала в чате такое недоброе. Ты должна знать, что я вот стараюсь любить людей, и если кто хочет быть рядом со мной, то должен тоже так же. Вроде бы как ничего особенного не сказано было, но я понимала в этот момент, что мой поступок меня разлучал с моим духовным отцом. Я понимала, что мне сказано, что если хочешь быть рядом, должна любить, а я совершила поступок нелюбви, и все. Я не могла быть рядом, духовно рядом быть сердцем с моим духовным отцом. И это ощущение разделения, оно было просто невыносимым. Это, знаете, было такое состояние, то есть настолько мне стало плохо, что я просто боялась не любить ближнего, чтобы оказаться далеко от духовного отца. У меня уже не оставалось никаких шансов и выбора, только как любить ближнего, если я хочу быть рядом с моим духовным отцом. И вот я ехала в обитель и размышляла: Господи, хоть бы только мне не оплошать в этом, хоть бы только мне научиться любить ближнего, ведь я совсем не умею. Думаю, Господи, помоги, хоть бы мне не причинить боль духовному отцу. Вот приехала в обитель, и царь-батюшка благословил на трапезной поваром. Что такое послушание на трапезной? Это значит, что ты больше всех общаешься на этом послушании. Ты целый день видишь всех, кто живет в обители. И не просто видишь, а на трапезной ты каждому человеку, который живет в обители, уделяешь внимание, потому что ты ему
2 раза в день что-то подаешь. Чай, первое, второе, еще что-то. И вот я батюшке говорю: батюшка, ты знаешь, послушание на трапезной – это такой отличный тренажер, что касается любви к ближнему. И батюшка мне говорит: вот, правильно, тренируйся. Вот, и кто-то просит погорячее, кто-то покрепче, кто-то послаще, кто-то послабее, кто-то погуще, кто-то пореже, кто-то это не ест, кому-то уже холодное, ну и все в таком роде. Вот, и нужно каждому с терпением и с пониманием. И не просто с терпением, с пониманием, а еще желательно с улыбкой, чтобы не обременять своим угрюмым видом. Это отличный был тренажер. И, конечно, были всякие инциденты, когда сердце смущалось. И когда немножечко прошло время, то оказалось так, что с кем-то в паре работать, так как я была там каждый день, как повар, а помощники мои менялись. И с кем-то из помощников мне было легко, непринужденно, спокойно, а с кем-то приходилось притираться. Вот. И когда писали расписание, ставить кого в помощники, то выбирала я, с кем мне полегче, а с кем потяжелее в выходной день, когда у меня. Вот. И, конечно же, меня это смущало, и я переживала, что есть кто-то в обители, с кем мне тяжело. И вообще каждый раз, когда что-то случалось, какой-то, я бы не сказала конфликт, это такое громкое слово, такого и не было. Я этого вообще боялась, не дай бог какие-то конфликты. Вот. Просто какое-то даже смущение у ближнего. И я уже мысленно говорила с Господом: Господи, ну вот видишь, какая я, не могу потерпеть. И я чувствовала в сердце своем что-то неприятное к ближнему и очень расстраивалась. Я понимала, что да, мой духовный отец меня в этот момент не видит, но Господь-то меня видел. И Он, конечно же, все расскажет моему духовному отцу. От него ничего не скроешь. Я всегда чувствовала себя как пред взором духовного отца. Потому что, когда я с ним общалась, я это чувствовала, что он все знает про меня. Поэтому каждый раз, когда мое сердце чувствовало какую-то неприязнь к ближнему, я начинала переживать и говорить: Господи, ну видишь, вот опять, видишь, какое мое сердце скверное. Господи, но вот я сейчас в данный момент чувствую своим сердцем, я же вижу, я чувствую, что в моем сердце что-то неприятное, и мне оно неприятно. Господи, я не хочу к ближнему это ощущать. Фу, какое неприятное чувство. Как хочется, чтобы оно быстрее пропало. Но я чувствую, что я не могу сама ничего сделать, чтобы оно пропало. И понимаю, что только Господь может это чувство убрать. И вот так я просила: Господи, пожалуйста, убери это чувство неприятное с моего сердца. Конечно, Господь не убирал его в тот же миг. Нужно было потерпеть, посмиряться, помолиться. Но как-то так незаметно для меня проходило немного времени, и потом я замечала, что совершенно ничего неприятного я к этому человеку уже не ощущала. И даже больше я смотрела и вспоминала то неприятное чувство и думала: как я могла вообще такое вот испытывать к этому человеку? Он мне такой родной, дорогой сердцу моему.
Он такой хороший, в нем столько прекрасного. Он столько умеет делать доброго, и Господь в нем созидает много чего такого красивого. И так постепенно, вот так с каждым, не со всеми сразу, а вот так с каждым Господь по молитве убирал вот эту неприязнь. И потом я сама не заметила, как в обители не осталось ни одного человека, с кем бы у меня было как-то натянуто или как-то мне, может быть, не очень спокойно там работать или еще что-то. Мне уже совершенно было все равно, кого мне поставят в помощники. Мне со всеми было легко и приятно и радостно. От этого была в сердце такая благодарность Богу, такая благодарность, потому что я-то понимала, что это не моя заслуга, ни в коем случае, что это Господь. Господь вот так вот поработал над сердцем моим. Я была очень благодарна, как стало легко, светло и радостно жить в обители, хотя мне там всегда было радостно. И вот еще. Мать Никодима. Мать Никодима у нас в обители – это самый лучший тренажер в любви к ближнему. Если вы этот тренажер освоите, то вам уже ничего не страшно. Вот. Мать Никодима – это самый мой дорогой, любимый человек в обители, потому что я чувствую, что она любит в обители всех нас больше всех. И она молится за нас, за всех. Много очень. Вот, мать Никодима, пожилой человек. Каждый раз, когда в моем сердце возникало что-то такое неприятное и скрежетало в моем сердце в ее сторону, я думала: вот, мать Олимпиада, тебе дан последний шанс, последний в твоей жизни шанс пройти те уроки и ту школу, которую ты завалила и осталась на второй год. Ты уже сколько раз, мать Олимпиада, завалила этот урок. Тебе Господь давал возможность, а ты его завалила. Вспомни, мать Олимпиада, свою бабушку, когда она лежала в реанимации, а мне нужно было ехать и отвезти ей завтрак. А я проспала, потому что всю ночь общалась там, подросток молодой, нерадивый. Вот. И когда мне позвонили и сказали, что ты не отвезла бабушке в реанимацию завтрак, как мне было плохо. Я думала: Господи, это вообще во мне сердца нет. Вот. Как я не могла терпеть бабушку моего мужа, у которой уже был старческий маразм. И я каждый раз себе говорила, что вот тебе урок, а ты не можешь его пройти, и тебе придется проходить его заново. Но сколько раз я бы себе это не говорила, все равно я его заваливала. И грубила ей где-то хлопала дверью. Ну, в общем, завалила я. И вот, вспоминая подобные моменты, которых было достаточно в жизни, я понимала, что вот последний шанс. Жить и так осталось немного. Последний шанс отработать 5-ю заповедь. И каждый раз, когда я так думала, и какие-то возникали моменты, когда мать Никодима что-то такое говорила или делала, что не очень хотелось терпеть или слушать, вот каждый раз, вспоминая эти моменты, я уже смотрела на них как-то по-другому, как на возможность, данную мне Богом. Ведь все от Бога. И так постепенно я стала даже радоваться таким моментам и относиться к ним с благодарностью, в первую очередь, конечно, Богу, ну и на мать Никодиму смотреть
с благодарностью, как на орудие. Орудие вот в такой моей работе. И думала: Господи, слава Богу, что она у нас есть в обители, что есть такая возможность. Вот. Мать Никодима – это сокровище обители Боголюбова. Вот, и все, кто меня слышит из новеньких, если вы полюбите мать Никодиму, значит вы немножечко, может, я не знаю, как не мне судить, преуспели в любви к ближнему. Потому что на самом деле нужно увидеть в ней заботливого и любящего всех, кто находится в обители, человека. Ее сердечко, оно так сильно переживает за каждого в обители. Она 30 лет проработала воспитательницей. Понимаете, что такое 30 лет воспитательницы? Тут 17 лет мамой и все. И кажется, что это неискоренимо. Вот. А что такое 30 лет воспитательницей? Вы попробуйте после 30 лет воспитательницей никого больше не воспитывать. Конечно, она уже не может никого не воспитывать. Конечно, она все понимает, что она монахиня, что так нельзя, но она уже не может никого не воспитывать. У нее это уже все в крови. Вот. Но она потом идет в свою келью, плачет и молится за каждого. И переживает. И за меня грешную уже много раз молилась. И для меня ее молитвы очень дороги. Потому что я знаю, что она не просто молилась, а с болью и любовью. Она нас всех очень любит. И вот если это увидеть, то потом не то, что обижаться на нее, а уже на себя обижаешься, если почувствовал где-то к ней что-то, какое-то, даже пусть малейшее неуважение. Понимаешь, что вот человек стоит передо мной, который умеет любить ближнего, а я грешная не умею. Я не умею не то, что какой-то акафист прочитать за ближнего, как она, старенькая, читает акафисты за нас и поклоны. Вообще ничего не могу ради ближнего. Но Господь меня смирял через духовного отца, чтобы я не мнила себе, что я научилась или умею любить ближнего. И царь-батюшка мне говорил: что ты там с кем-то ругалась или еще что-то. Я говорила: батюшка, как? Я и ругаться-то не умею. Вот. Но каждый раз, когда батюшка со мной разговаривал, я понимала, что любви во мне нет. И любить я не умею. Вот. Но я усвоила одно золотое правило, что если хочешь быть рядом с помазанником, то должен научиться любить ближнего. И это было для меня всегда двигателем. Господь как-то мне открыл, что перед постригом монашеским, что любовь к помазаннику спасет меня. Вот эта любовь к духовному отцу, которую подарил мне Господь, соединив Духом Святым, вот она и движет, и помогает ради этой любви делать какие-то усилия и что-то превозмогать, преодолевать с Божьей помощью. Помоги всем, Господи. Да любите друг друга. Знаешь,
что вот людям тяжелее становится. Они вот когда, допустим, приближаются с помазанником, Господь мне вот бывал такой раз, человечка одного подает, и этот человек приближается со мной. Я, как бывает, настолько начинает, как бы сказать, пользоваться, может быть, этим, и жестокосердие проявляет, еще что-то тут. Ты познай, что я люблю людей. Если ты будешь людей любить, ты будешь со мной рядом. А если нет, то как же? Понимаешь, я же учу вас людей любить. Вот и не оправдывайся, если нечем оправдываться. Я не хочу, чтобы ты в эти ругани вступала. Не надо. Не нужно. Весь секрет в том, что когда человек говорит об этом, он уже оправдывается. Я просто не хочу, чтобы ты то чадо, которое Господь мне подает, я не хочу, чтобы ты участвовал в любых спорах, даже когда ты права. Если хочешь меня понять, услышать, слава Богу. Вам надо понимать, что вы мое имя представляете. Поэтому я не хочу, чтобы вы спорили о всех любых делах. Просто если можешь, услышь меня, пожалуйста.